Доброго времени суток. Рассмотрим сегодня интересную позицию, которая случилась в партии Джитса Слумпа и Волтера Сипмы. Это Лишой Open. Кубок мира 15 ноября игралась. И вот она, интересная позиция, в принципе, в партии получилась. Мы даже партию, кстати, чуть-чуть вот посмотрим, кусочек. Но позиция сумасшедшая могла получиться в аналитике. И давайте ее посмотрим. Может, кому-то когда-то пригодится, кто-то будет играть вот этот тип позиций. И вот Джитса здесь, то есть, получается, обострил достаточно сильно позицию. Сейчас идея у белых, конечно, все-таки выйти как-то с этой рогатки, тоже своеобразной рогатки. И покуда шашка 23 есть здесь, то надо как-то сделать так, чтобы можно было 32-28 выйти. То есть, чтобы вот этого не было. Дать одну, побить две. 48, 8 и хотят поменяться. 12-18, бой-бой. После чего вот эта вот рогатка достаточно опасная. Опасная у черных будет для белых. Опасная для белых, потому что белые не смогут выйти. То есть, им надо какие-то варианты будет искать. Поэтому 32-28 на 17. И вот здесь кажется, что все-таки логичнее. 45-40 был ход. Ну вот в партии, понимаете, 45-40, 20-24 очень сильно подвязывают. Как-то на этом фланге подвязывают, здесь подвязывают. То есть позиция очень интересная. Я бы сказал, за черных она, конечно, очень интересная здесь. За белых тоже будет интересная позиция, безусловно. Но белые, так, мне кажется, чуть-чуть все-таки стеснены. Хотя позиция, я не думаю, что у кого-то, вот можно кому-то даже в этой вот позиции, даже путем сложного компьютерного анализа отдать предпочтение. Но все-таки вот какие-то подвязки, почему мне у черных все-таки нравится позиция больше, какие-то подвязки есть, вот это, здесь и здесь. Но у черных, конечно, один существенный недостаток, что фланг все-таки слабоват. Вот это, да, может быть серьезным недостатком, и серьезные могут быть впоследствии проблемы. Так вот, 34-29 мне казалось более логичным. Почему? Потому что не давал 20-24 хода. И вот здесь вот, конечно, они могли обострить очень, вот если бы была эта позиция, они могли обострить очень сильно позицию, точнее сказать, наверное, не обострить. У нас терминология такая, пошалить, наверное, в этой позиции. Но турнир международный, можно и пошалить, наверное. То есть, когда не выполнять определенных целей. Вот 42 здесь, видите, вот эта вот идея. Отбивается, получается. Следующий момент. 14-19 грозят, 12-18, то есть вот здесь вот такие удары. Естественно, надо закрываться. Вариантов как-то, собственно говоря, и нет. И вот 16, смотрите, какую идею. 42 и вот закрытие. И вот здесь бы как раз то сумасшедшая игра была. И она, с одной стороны, и счетная, и с другой стороны, надо какую-то, может, даже интуицию иметь. Кто-то, может, когда-то играл что-то похожее. На 34-30, наверное, 12-18 тоже бы интересная, конечно, позиция была. Ой, какая интересная позиция была бы. Да, тут, конечно, так, вот какие-то есть нюансы. Здесь уже, да, какой-то вот нюансы, здесь какой-то перехват интересный есть. Какие-то есть, то есть, вроде бы слабости есть, но я думаю, что они не существенны. Здесь как раз есть перехват. Надо здесь внимательно играть черным. Но, наверное, вот здесь-то как раз-то ничего не могут сделать черные. Может, он этой позиции испугался, но если так далеко считал, я не знаю. Сложный момент, конечно. Так, на этот ход я уже показал на 44. Вот эти вот ходы. Далее. Интересный ход 2-8. И вот давайте посмотрим. 47. И вот позиция совсем закрылась. И вот, конечно, видите, какая позиция могла возникнуть.
То есть как в сказке какой-то. 17-21. Но мы еще посмотрим. Тут интересный момент. И вот 7-11. Как раз когда 7-11. Вот этот вот удар, смотрите, идет череда ударов. Надо развязываться здесь все-таки. Развязались. И вот здесь удар, видите, какой. Ну, позиция реально, скорее всего, ничейная, конечно. Здесь все-таки 8 шашек на 6 шашек. Но я думаю, все-таки надо белым больше постараться эту ничью сделать. Ну вот на 16. Далее, еще вот здесь вот, если походить, так как это 29, да, вот здесь, если походить на 18, то получается ну, проблемы здесь с шашкой большие. Видите, так не ходит, но есть ход другой, 29-24, вот посмотрите. Из сумасшедших позиций тоже можно как-то выкручиваться. И вот такая идея. 21-27, ну, отдавать, понятно, не хочется тут. Есть, конечно, такой какой-то удар еще, но опять так, это сколько, я уже смеюсь, сумасшедшая, конечно, позиция. Ну, вот. Так, получается 6, 8. Ну, кстати, можно проводить удар. Вот видите, можно такой удар даже проводить. Потому что если вот ходить так, то позиция у белых, ну, получше, конечно, здесь будет. Видите, они далековато шашки стоят. И эту шашку можно на эту поиграть, чуть-чуть поменять. Ну, позиция похуже, конечно. А в партии было проще, 45-40. И вот здесь, конечно, тоже сложная позиция, кстати, игровая, очень игровая. Тут, ну, такая вот позиция, видите, тоже они избрали позицию, но она, конечно, тоже очень веселая, но уже менее веселая. Ну, в конце концов, видите, решили они разменять, потому что, видно, слишком сложная позиция была. И, наверное, какое-то дикое напряжение было, поэтому решили разменять. Но вот эта вот позиция, конечно, наверное, было бы поинтереснее. Итак, на сегодня я с вами прощаюсь. Не знаю, обзор был интересен вам, нет. Возможно, ну, не для всех вот эти обзоры интересные. И следующий момент, что, может, конечно, не все играют позиции, но я указываю вот этот вариант, что он был, вот так вот можно было обострить все-таки достаточно сильно игру. Итак, до новых